Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Часто возникают ситуации, когда мы друг друга не понимаем, даже если говорим на одном языке. Страшно представить, что происходит, когда мы говорим на разных языках. Давайте рассмотрим основные способы объясниться. Главным глаголом для этого является понимать. Понимать. Вы меня понимаете? Ты меня понимаешь? Понимать. Если собеседник вас неверно понял, то лучше сразу сказать: вы меня неправильно поняли. Ты меня неправильно понял. Если же все ясно, скажите: я понимаю в настоящем времени. Я понял в прошедшем. Вы также можете разъяснить, что имели в виду, сказав: я имел в виду. Я хотел сказать, что. Например, я хотел сказать, что это хорошая идея. Или я имел в виду другое. Таким образом, вы объясняете ранее создавшееся недопонимание. Чтобы предупредить такие ситуации, задавайте вопросы. Помните с прошлого урока? Что происходит? Что происходит? Или же спросите: в чем дело? В чем дело? Когда вам что-то говорят, и не просто понять, о чем речь, попросите вашего собеседника повторить или сказать медленнее. Говори медленнее, пожалуйста. Повтори, пожалуйста. Если же вы обращаетесь к собеседнику на «ты», произнесите: повтори, говори. Помните, для вежливой просьбы мы используем слово «пожалуйста». Теперь давайте закрепим эти фразы. Если я говорю быстро, что лучше мне сказать? Какую фразу? Говори медленнее, пожалуйста. А если я сказала что-то, и вы не расслышали, тогда просим: повтори, пожалуйста. Если вы меня не поняли, произнесите: я не понимаю. Если же все ясно, скажите: я понял. Надеюсь, вам все понятно. Если у вас есть вопросы, напишите мне на сайте www.learnwithgirls.com. Жду ваших писем на русском.